Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет ролик, посвящен теме отличия магнитол друг от друга. Вот как раз я начинаю. Показываю прошлое свое видео, очень большое, про то, как выбрать магнитолу Android. Там я показывал, как выглядят разные магнитолы. Мы тестировали магнитолу Pioneer. И так как это видео очень большое, люди затрудняются его смотреть. Если вы смотрите мой канал в первый раз, то вы можете зайти сейчас и посмотреть это видео. Там оно очень длинное, но для удобства тут вот есть тайминги, которые вы можете посмотреть именно по своему вопросу. Почему я начал именно с этого видео? Во-первых, потому что мы берем часть отрезок именно про различия магнитол из него. И еще я словами добавлю то, что в этот выпуск не вошло. Он и так получился почти на 3 часа. Увеличивать его смысла уже не было. И тут я добавлю еще кое-что про отличия магнитол. И поэтому, если кто-то смотрит мой канал в первый раз, я, конечно, рекомендую посмотреть вот именно вот это большое видео, потому что там я на большинство вопросов ответил. А тут мы говорим просто про отличия. То есть, если вы сейчас собираетесь выбирать магнитолу под свой автомобиль, у вас остались какие-то вопросы, почему одна стоит больше, другая стоит меньше, чем они отличаются, почему такая разница и на что обращать внимание, то как раз вот именно вот этот отрезок про различия магнитол мы вам покажем. И тут же хочу сказать один из самых массовых вопросов, которые поступают продавцам. Помогите мне выбрать хорошую магнитолу. То есть давайте мы для начала с вами определимся с тем, что не надо задавать вопрос, как выбрать хорошую магнитолу, нормальную магнитолу. Это все слова абстрактные. То есть есть какие-то конкретные параметры. Еще такие понятия забудьте, как недорогую, хороший звук, хороший радиочип и так далее. Все это забудьте. Потому что для тех, кто занимается автозвуком, хороший звук — это одно понятие, а для человека, который просто едет в машине и слушает музыку фоном, хороший звук — это другое понятие. Вообще, то есть забудьте про эти слова, которые являются бесформенными: хорошие, нормальные и так далее. Потому что, как я уже показывал вот именно в этом же ролике, еще другой ролик про магазин Крапива, у него вот эти вот магнитолы, которые бюджетные, на 4-ядерных процессорах, он их выдает за топовые магнитолы и говорит, что они очень хорошие, бомбовые, хотя на самом деле это обычная бюджетная магнитола, цена которой 7-8 тысяч максимум. Он ее продает за 13 с лишним тысяч и говорит, что она хорошая. Как только продавец видит, что вы пришли с таким вопросом, хорошую, нормальную и так далее, вам впарят то, что нужно впарить. Не то, что вам нужно, а то, что нужно впарить. Именно вот на нашем сайте мы предлагаем вам выбрать магнитолу именно для себя, то есть посмотреть подробный обзор, посмотреть им магнитолу, ту, которая вам понравилась, и выбрать ее именно для себя. Если у вас нет времени или нет желания это делать, вы можете этого не делать, перейти к тому продавцу, вот типа Крапивы, он вам продаст то, что захочет продать он сам. Это ваш личный выбор. В 90% случаев вы вернетесь к нам на канал, и все равно вы будете смотреть это видео, потому что деньги уже потрачены, с магнитолой надо что-то делать, и это время, которое вы не захотели тратить до покупки, вы потратите его уже после покупки. Только вы потратите его еще больше, и деньги уже ваши будут потеряны. Поэтому я все-таки рекомендую ознакомливаться с роликами до покупки, выбирать магнитолу именно для себя, а не по чьему-то совету, хорошую, там, по оперативной памяти и так далее. Мы стараемся сделать так, чтобы человек посмотрел и выбрал именно то, что ему понравилось по его бюджету. И чтобы он понимал, что на его бюджет, допустим, если у него максимум там 7 тысяч, он не купит премиум магнитолу, как бы ему не обещали там люди. Продают магнитолу 464 за 9 тысяч. Конечно, там нету 4 гигабайт, это все подделка, но человек видит эту магнитолу, радуется, что купил ее всего за 9 тысяч, и эта радость у него заканчивается после того, как он ее к себе в автомобиль установил. Вот, чтобы не натыкаться на таких вот продавцов, которых стало сейчас еще больше, их очень-очень много стало, прям везде уже ими кишит. Озон, Wildberries, Авито, все кишит вот этими магнитолами дешевыми, как у Крапивы, вот у этой же самой. Зайдите, пожалуйста, к нам на канал, если вы раньше не видели, посмотрите, про какую Крапиву я говорю. Потому что даже после того, как мы выпустили про него видео, он зашел в это видео, оставил комментарий типа ха-ха-ха, и дальше продолжил это продавать. Похуй, вообще похую. Если вы спрашиваете у продавца, хорошая ли у него магнитола, либо нужна хорошая магнитола, он вам впарит любое говно с улыбкой и будет вас убеждать, что эта магнитола хорошая, что она подходит именно вам. Вот от этих вот формулировок хорошая, нормальная, с хорошим звуком и так далее я устал. Есть конкретная формулировка, какой процессор, какое разрешение дисплея и так далее. И хотя бы
установите, какой ваш бюджет, потому что недорогую для кого-то магнитола в 15 тысяч недорогая, для кого-то магнитола в 7 тысяч уже кажется дорого. Пожалуйста, используйте не какие-то там слова абстрактные, а конкретные. Бюджет до 8 тысяч, допустим, да. Усилитель не меньше такого-то, такого-то. У меня акустика штатная, не штатная. Используйте какие-то материальные слова, не просто мне нужна хорошая, мне нужна нормальная. Потом вам впаривают вот такие вот продавцы всякую шляпу и говорят, она хорошая, она вам подойдет, она нормальная. А вы потом идете сюда на канал и спрашиваете, помогите, у меня тут не работает, там не работает. И прочие вопросы задаете. Все, давайте лирики в этот раз много разводить не будем. Я конкретно свою просьбу сказал. И давайте перейдем уже к самому видео, чем они отличаются, эти магнитолы. Перед этим хочу сказать, во всех магнитолах, неважно, бюджетные они, не бюджетные, премиум, плюс и так далее, во всех магнитолах есть выходы под кнопки для руля K1 и K2. То есть, если у вас кнопки на руле резистивные, они в 80% автомобилей именно резистивные, то вы просто подключите эти кнопки K1, K2, обучите их, и они будут работать. Это не зависит от того, какая цена у вас, в каком вы ее магазине купили. На всех Android магнитолах есть выходы под кнопки K1 и K2, потому что спрашивают, а будут ли у меня работать кнопки на руле. Кнопки на руле работать у вас в любом случае будут, неважно, там бюджетная магнитола у вас или не бюджетная. Единственное, тут вопрос в чем. Если у вас кнопки резистивные, то они будут работать без дополнительных устройств. В некоторых случаях нужно добавлять CAN BUS модуль. Модуль CAN BUS. Давайте коротко еще отступим, объясню, что такое CAN BUS модуль. У нас есть магнитола, которую вы покупаете, допустим, в любом магазине. Магнитола китайская, соответственно. Есть ваш автомобиль, у него есть мозг. И вот этот мозг, он может общаться с тем устройством, которое на него поставили на заводе. То есть на заводе два этих устройства подружили, они разговаривают на одном языке по коншине. И вот этот мозг передает на магнитолу какие-то данные. Он и передает там в виде там определенных там нулей и единиц. Магнитола приняла эти нули и единицы, поняла, ага, вот мозг мне сообщил вот это, вот это, вот это. Если вы ставите китайскую магнитолу вместо штатной магнитолы, мозг автомобиля точно так же отправляет и нули и единицы, а китайская магнитола не понимает, что это за нули и единицы, что с ними делать. Она может их расшифровать по-другому. Допустим, вы открыли переднюю правую дверь, она вместо этого вам показывает, что у вас добавилась температура на климате. В плюс пошла. То есть она не знает, что с этими нулями и единицами делать, и распознает их хаотично. Для того, чтобы магнитола понимала ваш мозг, вам нужен переводчик. И данный переводчик является как раз таки CAN BUS модулем. Этот CAN BUS модуль вы выставляете в нем настройки, говорите ему, вот ты, значит, переводчик должен сейчас работать с Nissan Тирана, допустим, такого-то года. Он говорит, все ок, перевожу, значит, сигналы от мозга для магнитолы, для китайской. Мозг передает в CAN BUS модуль сигналы, CAN BUS модуль принимает сигналы, он уже знает, что он от Nissan это принимает, и передает уже в магнитолу с переводом. Тебе нужно показать, что открыта правая дверь. Магнитола такая, ок, все, и показывает уже нормально. Если там были подключены штатные парктроники, она показывает штатные парктроники. Если была подключена штатная камера, она показывает штатную камеру. То есть вот так вот работает CAN BUS модуль. Как можно определить, нужен ли CAN BUS модуль? На 100% вам это может сказать только автоэлектрик при установке. Либо перед установкой вы можете заехать и проконсультироваться, нужен ли вам CAN BUS модуль, либо не нужен. Если по-колхозному определить, по-простому, да, то смотрите по своему медиаустройству. Если оно у вас штатное, оно не показывает температуру, не показывает климат-контроль, не показывает открывание дверей, то на 95% что у вас отсутствует подключение по коншине к магнитоле. Если ваша магнитола показывает открывание дверей, показывает климат-контроль, то 100% у вас там стоит CAN BUS модуль, и вам он нужен будет для подключения. А так я советую делать следующим способом. Если у вас не показывает климат, ничего, вот берете магнитолу без CAN BUS модуля, едете к установщику, он вам устанавливает. И только в случае, если установщик вам скажет, что у вас тут все-таки кнопки подключены по коншине, а такое тоже бывает, потому что модификации у всех моделей разные, даже у модели одинакового года, одинаковой марки может быть разная комплектация, потому что ее собирали в разных местах, либо одна, допустим, бюджетная, другая люксовая серия. Даже такие случаи бывают, что на магнитолу не приходила информация ни по климату, ни по дверям, а кнопки все равно подключены через коншину.
То есть уже если вам при остановке автоэлектрик говорит, что кнопки без CAN bus модуля не будут работать, тогда уже вы докупите CAN bus модуль, недельку поездите без него, ничего страшного, не критично, он придет, вам его установят. И посмотрите, может быть у вас уже были зашиты в коншине информация про климат, просто не было подключено. Единственное, говорю еще раз, на 100% вам это может сказать только электрик. Я предлагаю действовать вот по такой схеме. Это единственное, что я вам могу предложить дистанционно. Про кнопки для руля поговорили. Про штатные камеры, про парктроники точно так же, независимо от того, бюджетное она, не бюджетное. Все штатное, как правило, подключается через CAN bus модуль. Дальше, если у вас уже была установлена до этого какая-то китайская Android магнитола, нужно ли покупать дополнительные провода? Нет, не нужно. Если она у вас стандарта 7 дюймов, 9 дюймов, 10 дюймов, даже если она у вас Tesla, то разъемы у этих Android магнитол китайских одинаковые, ничего дополнительно покупать не нужно. Если же у вас она была штатная, эта магнитола, то тогда, конечно, вам нужен переходник. Вопросы по переходникам точно так же я выкладывал уже в последних во всех роликах это видео. Там же, где вы покупаете рамки на сайте, да, Карав, который мы рекомендуем, на этом же сайте вы подбираете себе переходник, точно так же по модели вашего автомобиля. Под Hyundai один переходник идет, под Toyota другой переходник идет и так далее. Точно так же подбирается и CAN bus модуль под марку вашего автомобиля. И я еще раз говорю, это не зависит от марки магнитолы, бюджетная, на премиум или еще какая-то. Со всеми устройствами работает одинаково. То есть не надо спрашивать, а будет ли эта магнитола показывать кнопки на руле. Независимо от того, в каком вы магазине это купите, результат будет один и тот же. Кнопки либо коннектятся через провода Key1, Key2, либо коннектятся через CAN bus модуль. На всех магнитолах есть выход под камеру заднего хода, на всех магнитолах есть дополнительный вход под камеру, которую можно использовать как передняя камера. Я на комплектации это обычно показываю, но все равно эти вопросы остаются. Бюджетная, не бюджетная, на всех магнитолах это есть. Дальше, на некоторых магнитолах есть видеовыход, но на плюсах и премиальных магнитолах видеовыхода нету. Почему? Потому что вся распиновка занята другими функциями. А на бюджетных, как правило, есть видеовыход, но не на таких вот, как здесь, кто крапиву показывает, за них я не ручаюсь. На бюджетных и на медиум магнитолах, как правило, есть видеовыход, с который может передавать изображение на монитор. Для магнитол плюс и премиум, как правило, нужно брать специальный адаптер, он выглядит как флешка с двумя хвостами, и через этот адаптер уже подключать мониторы. Также на всех магнитолах есть 2 USB выхода минимум, на некоторых магнитолах есть 3 USB выхода, которые можно использовать для питания. Нужно смотреть, у кого какая комплектация, это в видеообзорах все есть у нас. В принципе, то есть все вот эти вот технические моменты на магнитолах одинаковые. Видео производят, музыку воспроизводят и так далее. Все это они умеют делать. Просто одни делают с одной скоростью, другие делают с другой скоростью. А вот чем уже конкретно модели различаются, вот этих магнитол, сейчас я встрою видео и вам покажу. Итак, мы переходим к завершающей стадии уже нашего большого обзора. Он получился очень уж таким большим. И сейчас я буду давать информацию по основным магнитолам, которые у нас есть, которые также есть на рынке. Вы никуда не денетесь, вы все равно придете к этому же стандарту, который у нас. То есть 4 класса: это бюджет, медиум, плюс и премиум. Остальные варианты могут быть только ответвлениями от этих, от процессоров. Перед тем, как это вообще все делать, я еще затрону одну тему такую. Это версия Android. Какая версия Android установлена, какая версия Android лучше. Их всего в принципе есть актуальных на сегодняшний день 2. 8.1 и 10 Android с некоторыми визуальными отличиями. А в целом как бы их всего лишь 2. То есть то, что пишут Android 11, 12, 13 и так далее, это все ерунда. Как я и говорил, китайцы сами говорят, что мы это делаем для Алиэкспресса. Почему? Потому что один китаец решил обмануть, большинство клиентов переходит к нему, и другие тоже точно так же, по такой же логике, начинают обманывать. Потому что кто-то обманывает, они теряют клиентов, и у них нет выбора, кроме как тоже начать обманывать. Ну, как они говорят, для меня это, конечно, не оправдание. Суть в чем? Версии Android всего лишь 2. На бюджетных 4-ядерных магнитолах ставится максимальная версия 8.1. На магнитолах с 8-ядерным процессором уже ставится 10 Android. Основное их отличие в том, что на главный экран у бюджетной магнитолы с 4-ядерным процессором
вы не сможете установить навигатор. То есть у них нет виджета рабочего стола, потому что он занимает много оперативки и требует больших ресурсов от процессора. Процессор с этой задачей не справляется. Теоретически сколхозить такой виджет можно, если есть разработчик, он сможет это сделать, но производительность магнитолы упадет в разы, она начнет превращаться в кирпич. Поэтому на 4-ядерных магнитолах ставится максимальная версия 8.1, и основное отличие от 10-го андроида это наличие вот такого вот виджета главного экрана. Вот как вы можете отличить, ну вот вообще по-простейски. Если на магнитолу можно установить навигатор на рабочий стол, то это 10-й Android. Если невозможно, в принципе невозможно, то значит это бюджетная магнитола, и там максимум может стоять 8.1. Все. На остальные цифры, там, которые пишут 10, 11, 12, вот на этой магнитоле, я почему начал заставки, тут написано 12 Android. Ну, конечно же, он не 12. После всех лирических вступлений я сейчас начну заниматься главным вопросом, то есть все-таки как выбрать магнитолу под свой автомобиль, какая магнитола вас все-таки устроит. Для чего я делал такой долгий обзор? Для того, чтобы у вас появилась информация реальная, да, то есть если бы я вот эту всю информацию, которая была спереди, вырезал и просто бы начал вот этот обзор, то точно так же бы под этим видео появились комментарии, те, которые я вам уже показывал, да, и точно так же засрали бы, сказали, это все неправда, это все шляпа, это все ложь. Поэтому после того, как у вас эта информация появилась, то, что я вам дал, сейчас я уже буду рассказывать, как будем подбирать магнитолу под ваши задачи, чтобы у вас уже сложилась какая-то картинка и вам было более-менее понятно. Первый вопрос, который я вам говорил задать, это то, что вы хотите от этой Android магнитолы. Это первый вопрос. И второй вопрос – ваш бюджет. И сейчас мы, значит, пойдем по иерархии снизу вверх, начнем с магнитол бюджетных и продолжим выше, выше, выше и так далее. Значит, смотрите, если вы обычный пользователь, вам не нужны никакие навороты, то, что вам нужно от магнитолы, это чтобы на ней запускался навигатор, чтобы на ней можно было послушать музыку, посмотреть видео и так далее, чтобы она у вас при этом не вылетала, то есть вы работаете в одном приложении, оно может резко закрыться. Такие баги бывают на магнитолах. Не на этих, я вам говорю, в принципе, бывают какие баги на магнитолах, на вот отстойных. Может быть, на этом же Пионере такой же баг возникнуть. То есть, если вам нужно, чтобы у нее не закрывались самостоятельно приложения. Приложения самостоятельно закрываются, когда процессор не справляется, он отключает свои ядра. И, как бы сказать, приложение закрывается. Если вам просто нужно, чтобы она работала, показывала навигатор, показывала видео, показывала музыка, можно было послушать там радио в пределах города, то вам достаточно будет бюджетной 4-ядерной магнитолы. Раньше, год, там, полтора назад, продавцы пользовались вот этими вот видеоблогерами, которые выкладывали отзыв, что я купил магнитолу 1.16, она у меня работает плохо, тупит, покупайте лучше 2.32. Наценка между магнитолой 1.16 и 2.32 была примерно в 2-3 тысячи. А некоторые, вот типа как крапивы, продавали их еще дороже. Сейчас, на данный момент, ситуация такова, что в течение года, там полутора, пришлось возиться. Мы снижали цены на эти магнитолы 2.32, постепенно снижали. Вроде бы сейчас уравнялись и более-менее цены стали адекватные. Магнитола с памятью 1.16 и магнитола с 2.32, у нас разница примерно там от 1500 до 2000 может, в зависимости там от курса доллара, от партии и так далее, отличаться и вообще там на 1300, на 1400 рублей. В принципе, лучше, конечно же, сразу же взять 2.32, потому что разница в цене не сравнится с разницей в работе. Но если вы думаете, что вы купили магнитолу 2.32 бюджетную, и она у вас будет супер-пупер летать, это не так. Она действительно работает по скорости нормально, нигде не тупит, не троит. И в принципе, то есть эта магнитола работает нормально только благодаря тому, что сюда можно поставить что-то упрощенное и что-то урезанное. То есть догнать те магнитолы, которые с быстрым процессором, если вы обновите, допустим, приложение из Play Market с навигатором, который сейчас у Яндекса капец какой тяжелый, она не сможет.
То есть вы будете пользоваться этой магнитолой, она будет прекрасно работать, она не будет тупить, но только в условии, что она будет работать с теми приложениями, которые ей посильны. То есть только в таком случае. Это, то есть, магнитола для простых задач, без сверхтребований, просто как бы человек хочет приукрасить свой салон автомобиля, берет, покупает такую магнитолу, ездит абсолютно довольный, пользуется и не жалуется. И тут в комментариях я прошу, опять же, людей, кто покупал вот такие вот устройства бюджетные, там в пределах 8000 у нас в магазине. Я знаю, что вы смотрите мой канал, пожалуйста, отпишитесь, подтвердите, что магнитола работает прекрасно, навигация работает, интернет работает, все, что нужно, то есть вы этими функциями можете пользоваться. В принципе, это магнитола бюджетная, без каких-либо там супер новшеств, без преувеличений. Вот видите, работает, подгружает. Пусть не так супер быстро там все, да, за секунду, но со своими обязанностями она справляется хорошо. А если вы сюда еще карты загрузите, Яндекса после первого маршрута, то будет работать еще быстрее. Допустим, вот YouTube и навигатор у нас являются основными потребителями оперативной памяти. Если вы их запустите одновременно вдвоем, они могут вызывать тормоза. Если вы, допустим, вызываете навигаторы, радионавигаторы, музыку, навигатор и видео, они не потребляют столько оперативки, как остальные приложения. Если вы, допустим, скачали какой-то фильм или еще что-то, вы можете сделать разделение экрана, запустить с Яндекс навигатором и смотреть параллельно. И смотреть параллельно, то есть тут видео, а тут у вас будет навигатор. На бюджетной магнитоле еще один из плюсов, то что можно выбирать приоритетность по изображению, то есть выбирать приоритетность рабочей зоны. Вы можете сделать больше навигатор, можете сделать больше видео. На некоторых магнитолах, допустим, серии плюс или премиум, такой возможности нет. Если вы смахиваете, он просто смахивает экран, то есть там нету такого разделения экрана. Вот, с такими приложениями, допустим, вот YouTube у нас пожирает много оперативки, и навигатор пожирает много оперативки. Такими приложениями лучше пользоваться по раздельности, чтобы для вас это не было каким-то сюрпризом. YouTube работает, YouTube включаем отдельно, Яндекс Навигатор отдельно. То есть, если вы пользуетесь Яндекс Навигатором и радио, Яндекс Навигатором и музыкой, у вас никаких проблем не будет. Много задач такие магнитолы выполнять не смогут. Если у вас потребности больше, чем вот я сейчас сказал, то есть простые задачи навигация, музыка, радио, видео, если у вас потребности в магнитоле больше, вы хотите запускать одновременно несколько приложений, вам нужен виджет на главном экране, то в таком случае вы ни в коем случае бюджетные магнитолы для себя не рассматриваете. Если у вас, допустим, регистратор хотите сделать и навигатор, то, пожалуйста, это можно сделать. Регистраторы на эту модель подключаются. Как работает регистратор на бюджетной магнитоле, на такой вот я уже показывал. Он работает совместно с навигатором. Радио на них, вот давайте посмотрим. Тут стоит средненький радиомодуль. Сейчас берем вот такую вот супер антенну. Насчет супер антенны я, конечно же, шучу. Это обычный штекер от мультиметра. И сейчас выполним поиск каналов. Сейчас он у нас найдет каналы. Так, как видим, поймал тут же станцию. Мне нельзя ни в коем случае, чтобы у меня были проблемы с авторскими правами. Показываю, если вас не устраивает работа вашего радио, заходите сюда, делайте вот эти вот настройки. Включаете РДС, включаете регион Европа или Восточная Европа. Короче, выбирайте свой регион и настройки антенны я делаю всегда автоматикой. Все нормально работает. То есть вот с таким вот штекером, который по сути антенной не является, это от мультиметра, от обычного штекер. Вот она у нас поет. Это скрытые подписки. И как я и говорил,
эти магнитолы, какими бы они ни были, там, чтобы там какой чип не запихали, они, как правило, работают в пределах города. Отъезжаешь куда-то дальше в лес, они перестают играть. То есть вы к этому должны быть готовы. Никаких чудес ожидать от этого не надо. Резюмируем. Бюджетные магнитолы Android, которые на 4-ядерном процессоре, бывают максимально 1 гигабайт, либо 2 гигабайта. Все, что пишут выше 3, 4, там, 6 и так далее, это все ложь, это все неправда. Максимальный ресурс, который может потребовать этот 4-ядерный процессор, это 2 гигабайта оперативки. Больше ему не надо, он больше обрабатывать все равно не сможет. Подойдет для тех людей, у кого нет сильных требований к магнитолам, то есть обычное использование навигатора, обычное использование радио, обычное использование музыки. Как я говорю, есть люди, которые берут магнитолу просто для того, что вот она красивая, включают музыку, у них играет эквалайзер, и все, как бы им этого достаточно. И таких людей довольно-таки много. Если, допустим, вот я сам себя порой на мысли ловлю, что я еду, у меня там что-то играет, я ведь на нее даже не смотрю. Все, она сопровождает меня в дороге звуком каким-то радио или музыкой или еще чем-то, и пожалуйста. Для пассажиров, если хотите, чтобы они у вас видео смотрели, пожалуйста, вот заходите сюда, включаете видео, они смотрят, и можете клипы какие-то накачать или еще что-то. Ну, в принципе, все. Для всех вот таких вот простых задач магнитола бюджетная подойдет. Если у вас нет денег на дорогую магнитолу за 15, за 20 тысяч, поставьте себе вот это вот устройство и не надо с него требовать сверх каких-то качеств. То есть 1.16 это прям вообще для тех, кто просто включает там музыку, видео, либо навигатор, да. А такая вот на 2.32 она уже намного пошустрее, с ней поприятнее работать. И в принципе она особых вот нервов не вызывает. У нее не бывает такого, что она на чем-то повисла, не бывает там такого, что она на нажатие не сработала. На ней можно YouTube смотреть, на ней можно в интернет выходить. И еще один из показателей, скорость Wi-Fi модуля тут невысокая. Поэтому даже если у вас на телефоне хороший интернет, она скачивает файлы дольше, чем другие магнитолы выше классом. Она подойдет для того, чтобы прослушивать, допустим, радио, рекорд, интернет-радио, да, вообще прекрасно подойдет. Смотреть какие-то фильмы, что-то вам нужно скачать, какое-то приложение на магнитолу, воспользоваться сервисом там по редактированию картинок, все на этой магнитоле можно делать. Звук эквалайзер я вам показывал, что тут и эквалайзер работает, и баланс работает, и даже функция loudness есть. То есть, в принципе, вот по звуку это нормальное звучание, вполне подойдет для штатной системы большинства автомобилей. Если вам нужно что-то большее, опять же говорю, забудьте про бюджетные магнитолы. А то просто бывает на форумах люди начитаются вот этой информации на ФОПДА, там же не пишут цену, сколько она будет стоить, магнитола с таким-то усилителем, с таким-то процессором. Они видят, о, магнитола за 6000, а спрошу-ка я, какой там усилитель звука стоит, а спрошу-ка я, какой там процессор стоит. В бюджетных магнитолах все стоит бюджетное. Вот, особо про эту магнитолу тут рассказывать нечего, виджета тут на главном экране не будет. Можно установить несколько видов экранов рабочего стола. В последней прошивке у нас их 49. И каждая тема рабочего стола работает по-разному. Если, допустим, вот на этой теме вы свайпаете вверх-вниз, у вас ничего не происходит. На другой теме, вот, допустим, вот на этой, если вы ее поставите, можно свайпнуть вправо и перейти к приложениям. То есть у каждой темы есть свои плюсы, свои минусы. И на этом, думаю, с этой магнитолой достаточно. То, что тут стоит усилитель 7388, теперь ни для кого это не секрет, все вы знаете теперь, как он работает именно вот на этих устройствах. За другие устройства я говорить ничего не буду. Дальше у нас идет магнитола серии Medium. Серия Medium у нас уже идет на 10-м андроиде. Магнитола тут еще не настроена, это на ней я изменял размер оперативки. На самом деле тут у нас 4 гигабайта, поэтому и было, что вот 2.64, таких конструкторов нету, чтобы, допустим, было 1 гигабайт на 64, 2 гигабайта на 64, либо 4 гигабайта на 16, такого нету. Изначально я взял эту магнитолу с 4 гигабайтами и перепрошил, чтобы тут было 2 гигабайта, а потом просто восстановил. Здесь у нас уже есть виджет рабочего стола, это тут пока установлены Google карты в начальной прошивке. Магнитола работает намного быстрее, чем бюджетные, хотя у них ценовая разница небольшая. Если, допустим,
брать вот такую магнитолу на 2.32, то разница в цене у нее с бюджетной магнитолой примерно около 2000. И вот эта магнитола даже с памятью 2.32 работает отлично. Если у вас небольшой бюджет в пределах 10-12 тысяч, помните, я говорил, сначала определяемся с потребностями со своими, потом с бюджетом. Если у вас бюджет от 10 до 12 тысяч, то вам надо смотреть магнитолу вот именно Medium. Тут нет сим-карты, тут точно так же нет кулера, магнитола не перегревается при этом, потому что процессор, который здесь установлен, он оптимизирован именно под такую работу. Работу этой магнитолы я здесь отдельно показывать не буду, вы все это можете посмотреть в роликах. То есть эта магнитола удовлетворит уже больший процент людей. Навигатор, конечно, лучше ставить сюда облегченный. Почему? Потому что прошивка тут все равно немножко урезана, не такая полноценная, как на магнитолах серии Плюс. И она просто не контактирует с Яндекс.Навигатором, с Play Market. То есть все равно будут какие-то баги и так далее. То есть, допустим, может Алиса не работать, а в целом скорость работы Яндекс.Навигатора здесь, даже с Play Market, когда они еще более-менее были совместимы, была прекрасной. На этой магнитоле вы уже можете запускать одновременно и YouTube, и Яндекс. Тут у нас стоит аудиопроцессор на 16 полос. Звук тут по громкости такой же, как на бюджетной магнитоле, а по качеству звучания он становится как бы такой обволакивающий. Эти магнитолы по скорости уже удовлетворят большинство людей. Но есть тут тоже как бы определенные но. Удобство настроек. Из-за того, что Android 10 он тут подурезанный чуть-чуть, тут нет такой возможности, чтобы заменить, допустим, тему на главном экране. Тема с виджетом рабочего стола, вот с навигатором на главном экране, она всего лишь одна, других тем нету. Установить другие темы можно только через APK, то есть нужно скачать APK-файл с темой, установить его как приложение, и только тогда он поменяется. Но опять же говорю, если вы просто как бы пользуетесь этим устройством для каких-то своих задач, вполне достаточно и такого виджета. На 7-дюймовом экране, конечно, он смотрится маленьким, поэтому я рекомендую, если уж вы берете Medium, то берите там 9 дюймов и 10, или 10 дюймов. Разница в цене у них не такая уж и большая по сравнению с 7-дюймовой. Так, процессор тут у нас, значит, 8-ядерный, процессор 8257, также может быть написано 8259, IPS дисплей. И эти магнитолы бывают двух основных архитектур. Первая архитектура это 7216, то есть тут у нас усилитель 7388, отсутствует сим-карта и аудиопроцессор на 16 полос. Если архитектура будет 5760, то там будет добавлена сим-карта, будет добавлен DSP-процессор на 32 полосы и будет стоять усилитель 7850 либо 7851. Вот в чем разница у магнитол Medium. Почему, допустим, у нас на сайте нету устройств с архитектурой 5760 в районе 9-10 дюймов? Потому что цена у них точно такая же, как у магнитолы серии Плюс. И поэтому архитектура 5760 представлена только вот для 7 дюймов. Потому что есть люди, которым нужна магнитола на 7 дюймов, на 7 дюймов с сим-картой, а магнитола серия Плюс она только на 9 и на 10 дюймов идет. То есть там 7-дюймовых магнитол вот таких вот не было с сим-картой. И поэтому архитектура 5760 у нас представлена только в виде 7-дюймовых магнитол на сайте, но для 9 и 10-дюймовых она тоже есть. Почему мы ее не предлагаем? Потому что у нас лучше вместо этого предложена серия Плюс с более мощным процессором. Поэтому вот эту данную магнитолу я считаю из всех видов, которые есть, самой оптимальной. Потому что по бюджету она там в пределах 10-14 тысяч продается, а по функциям у нее тут и виджет рабочего стола, и улучшенный звук, и скорость работы прекрасная. То есть в этом плане магнитола радует уже не первый год многих людей. То есть вот она, смотрите, оболочка, где вот есть такая вот кнопка Hi-Fi, что урезана вот в Пионере. На вырезанных прошивках там просто тут как бы кругляшок, как вы видели уже недавно. И еще один плюс, это то, что здесь можно выбирать приложение на рабочий стол, вот сюда вот. Здесь можно выбрать 4 приложения, если хотите его отсюда можно удалить, да, вот таким вот нажатием. Если хотите добавить, заходите в приложение и добавляете, допустим, вот
так вот. Это тоже как бы один из плюсиков по сравнению с бюджетными магнитолами. То есть это вот это по ступеньке вот следующая иерархия. Какую выбрать, то есть магнитолу 2.32 или 4.64? 2.32 работает хорошо, вполне таки себе быстро. Если вы решаете выбрать между бюджетной магнитолой или магнитолой Medium, то выбирайте 2.32. Если вы хотите запускать много задач, много приложений, быстро между ними переключаться, выбирайте 4.64. С магнитолами Medium, думаю, достаточно. Ну и теперь давайте перейдем плавно к магнитолам серии Plus и серии Premium. Почему я буду рассказывать на примере одной магнитолы про две разные серии? Потому что они имеют общую графическую оболочку, общий набор приложений, общий набор опций, одинаковые настройки. Единственная их разница в чем? В том, что магнитолы серии Plus у нас на процессоре 9863, а магнитолы серии Premium на процессоре 7862. На них я остановлюсь более подробно, потому что бюджетные и медиум магнитолы там как бы вроде бы все попроще. А тут есть еще два разветвления, то есть есть магнитолы Android на платформе Fit и магнитолы Android на платформе TopWay. В целом это одинаковый 10-й Android. Из плюсов, что на платформе Fit, что на платформе TopWay можно менять лаунчер рабочего стола, то есть через настройки. Настройки у них чуть-чуть, конечно, отличаются, но принцип один, что если вы зайдете в настройки, можно выбрать себе другой лаунчер стола. На TopWay это приложение темы, а здесь можно прямо в настройках зайти и выбрать из предустановленных лаунчеров тот, который вам больше нравится. Вот тут у нас выбор домашнего лаунчера. Тут представлены 1, 2, 3, 4, 5 основных лаунчеров. Мы можем поставить, допустим, сейчас вот видно установлен 22, мы, допустим, поставим 29. Сейчас он его применит. В чем плюс магнитолы серии Plus? Немножко как бы тавтология, но поэтому она и серия Plus. То, что тут не урезанный Android, и в нем уже много-много вот этих вот всяких настроек. Тут более удобно можно настроить спящий режим, более удобно можно настроить работу громкости, более удобно можно настроить работу вот этих вот кнопок. Кнопки тут цветные идут, что на плюсе, что на премиуме. На бюджете и на медиуме кнопки просто белые. Туда надо дополнительно покупать цветную плату. Стоит она копейки, но почему-то до сих пор не удалось уговорить бюджетные магнитолы. Может быть, там когда-то в процессе это все появится, что там тоже будут цветные кнопки. Но в общем, на сериях Plus и Premium цветные кнопки. Много-много очень настроек, хорошее качество видео, хорошее качество аудио, DSP процессоры везде стоят на 32 полосы. Улучшенный Wi-Fi модуль, улучшенный радио модуль. Память, которая используется, вот не оперативная память, а обычная память, тоже у нее быстрая скорость записи, быстрая скорость чтения. То есть сама магнитола работает уже намного быстрее. В чем тут есть нюанс? Средняя оперативная память, на которую настроены магнитолы серии Plus и серии Premium, это 3 гигабайта. То есть если вы берете себе магнитолу с 2 гигабайтами, а так как это Android не урезанный, он занимает примерно 1,3-1,4 гигабайта оперативной памяти для его корректной работы. И там для приложения остается немного меньше места. На магнитолах серии Plus можно встретить от 2 до 4 гигабайт, а на магнитолы серии Premium уже не ставят ниже 4 гигабайт. Магнитолы серии Premium идут от 4 гигабайт оперативной памяти. Магнитола на процессоре 7862 нету ни с 2, ни с 3 гигабайтами оперативки. Раньше были магнитолы премиум на платформе Fit с 3 гигабайтами оперативки, но даже сейчас они сделали вместо 3 4 гигабайта оперативной памяти, чтобы не отставать от других. И поэтому, если вы берете магнитолу серии Plus с 2 гигабайтами оперативки, то вы будете пользоваться всеми возможностями вот этой вот платформы, неважно, Fit или TopWay, у них у обоих на серии Plus есть магнитола с 2 гигабайтами. Вы будете пользоваться полностью всеми удобствами и так далее, но если вы запустите много приложений, то эта магнитола может не выдержать нагрузки, какое-то из этих приложений может закрыть. Поэтому все-таки оптимальное количество оперативной памяти это 3 гигабайта, либо 4 гигабайта оперативной памяти. Если вы берете версии
выше, там 6 с 8 гигабайтами, то там, как я и говорил, будет уже установлена более быстрая оперативная память, и та магнитола будет работать еще быстрее. Хотя, если вот я пользуюсь магнитолой серии Plus с памятью 3.32, я вообще никаких тормозов там не замечаю. Эти магнитолы работают на 3 гигабайтах очень-очень быстро, очень хорошо. Если там, конечно, стоит все актуальное и стоит реальная оперативная память, а не какая-нибудь там бэушная или урезанная и так далее. Еще, смотрите, задают вопрос, а чем отличается платформа Fit от платформы TopWay? По сути, у них абсолютно одинаковое железо, абсолютно одинаковая скорость работы. Платформа Fit, у платформы Fit в чем есть плюс? В том, что у нее 4 выхода на усилитель. То есть сзади имеется в разъеме RCA основные 2 выхода, и есть специальный такой дополнительный штекер, в котором есть еще дополнительно 2 выхода. Тут же добавлю в этот отрезок, вот он у нас тут в самом конце, про отличие магнитол. Когда мы говорили про магнитолы серии Plus и Premium, про отличие Fit и TopWay, я не проговорил такой момент, как оптический выход. На магнитолах серии Premium с класса 464 добавлен дополнительно оптический выход. Именно поэтому такая разница, если вы смотрите цену между 4.32 и 4.64, разница в цене у них отличается вроде бы как бы сильно, хотя памяти всего лишь на 32 гигабайта больше собственной. Так вот, эта разница как раз возникает из-за наличия оптического выхода на моделях с памятью 4.64. То есть модель уже считается дорогой, и там помимо всего хорошего железа, там добавлен еще и оптический выход. Это нужно именно для тех, кто увлекается автозвуком. То есть вот про это тоже почему-то я сказать забыл. Так выпуск был большой очень. Вот делаю небольшое дополнение. Магнитолы на этой платформе все-таки сделаны именно для тех, кто любит увлекаться звуком, ставить усилители там и так далее, чтобы у него было разделение по всем 4 каналам. Потому что здесь, допустим, аудиопроцессор стоит очень хороший, и в эквалайзере есть возможность разделить, видите сколько, 32 канала по отдельности. Также вот на последних вкладках вы можете делить перед, зад отдельно, да, каждые 4 динамика можете разделить отдельно. Каждые 4 динамика можете разделить по частотам, да, для тех, кто увлекается вот этим звуком. И на магнитолах серии Plus и серии Premium точно так же стоит DSP процессор, который позволяет разделить на все 4 динамика звук. Но на платформе TopWay эти 4 динамика, они идут как бы в основной шнур, то есть сразу на динамике. А если вы хотите подключить усилитель, то на платформе TopWay вы ограничитесь только 2 выходами. Там нужно покупать разветвитель, а все, кто занимается аудиозвуком, они понимают, что разветвитель, он разветвляет только 2 канала. А тут у вас будет отдельные 4 канала на платформе Fit. Вот это, кстати, платформа Fit. На нем будет 4 аудиоканала. Это одно из основных отличий. В целом по железу они одинаковые, по аудиовыходам они разные. И платформа Fit, у нее более отзывчивые инженеры, они быстрее выходят на связь, и если какой-то баг, что-то произошел, они решают вопрос быстрее. А у TopWay платформа считается там чуть ли не закрытой. Они пытаются запретить там распространение фейковых копий, они все равно распространяются, но не так быстро, как у Fit. У Fit больше есть вариантов всяких подделок на Алиэкспресс и так далее, потому что эта магнитола находится в открытом доступе, у нее есть много различных там разработчиков, переработчиков, а платформа TopWay, чтобы туда обратиться за исправлением бага какого-то, порой приходится очередь отстоять и долго добиваться от инженера быстрого ответа. Вот еще в чем у них есть основная разница у самих платформ. А так, в принципе, что Fit очень хорошо работает, что TopWay очень хорошо работает. Вот, это я ответил на вопрос, в чем разница между платформой Fit и платформой TopWay. В чем разница между платформой Plus и платформой Premium? Конечно же, основная разница это процессор 7862 и 9863. Изначально был создан процессор 7862, а потом постепенно сделали его аналог-заменитель 9863, он работает попроще. То есть, если у вас стоит процессор 7862, у него есть разделение. 2 ядра у него быстрых по умолчанию отключены, а 6 ядер работают постоянно.
И если ему нужна какая-то, допустим, решить оперативно дополнительную задачу, он включает эти два ядра в тот момент, когда ему нужно. И благодаря этому процессор меньше перегревается и работает немножко быстрее, когда запущено одновременно несколько приложений. А процессор 9863, у него такой возможности нет. Он запускает сразу все 8 ядер, он нагревается чуть-чуть больше и, соответственно, задачи решает чуть-чуть медленнее. Но если вы поставите эти две магнитолы рядом и начнете одновременно запускать приложение, вы эту разницу заметите. А если вы, допустим, в машине одну магнитолу себе установите, то эту разницу вы особо и не заметите. Скорость загрузки приложений и так далее, она различается там в секунду, может быть в полторы. То есть это микроскопическое такое отставание, что на некоторых даже телефонах медленнее работает запуск приложений, чем на магнитоле с процессором 9863. У него довольно-таки хорошая скорость работы. И еще, раз процессор 7862 он на порядок лучше, чем процессор 9863, то на него и ставят более улучшенные компоненты, то есть более мощный усилитель. Это усилитель 7851, либо вы можете столкнуться с усилителем даже 7850 в некоторых случаях. На магнитолах серии Plus у Fito стоит усилитель 7838. Это тот самый аналог усилителя 7851, про него я говорил. На магнитолах серии Topway с процессором 9863 стоит усилитель 7388. Вот еще в чем у них может быть разница. И соответственно серия Plus, она сделана максимально приближена к пользователю, у которого есть бюджет, там, допустим, в 15 тысяч рублей. Это такой вот уже и не маленький, да, и не настолько вот большой бюджет, который есть в магазинах. Вот для них платформа серия Plus подойдет вообще идеально. А если же у вас есть возможность купить магнитолу, допустим, в пределах 20 тысяч рублей, то, несомненно, не скупитесь, выбирайте магнитолу серии премиум. Она будет работать с вами годами, она вас не подведет. Вот по какой причине я вас изначально просил задать себе два вопроса. То есть первый вопрос это ваши потребности, и второй вопрос это ваш бюджет. На нашем сайте есть иерархия абсолютно правильная, то есть цена и качество соответствуют друг другу. Чем выше цена, тем выше качество. И, соответственно, вы в первую очередь должны ориентироваться на свой бюджет и понимать, что на 10 тысяч рублей вы не купите ту самую магнитолу серии премиум, которую вам рекомендовали купить на ФОПДА. Вы не сможете прыгнуть выше своей головы. Но ведь отказываться при этом от устройства Android вам смысла нет. Вы можете себе взять, допустим, магнитолу серии Medium. Она вполне будет вас радовать точно так же, просто у нее будет меньше настроек, у нее будет всего лишь один виджет рабочего стола, но она точно так же хорошо работает, у нее есть хорошее звучание. Если, допустим, совсем у вас денег нет, можете взять себе магнитолу серии бюджет с той же самой памятью 232, она вполне нормально работает, она и с навигацией справляется, она и с видео справляется, со всем она справляется. Нормальная магнитола для тех, кто просто простой обычный пользователь и кому не надо там звук наваливать и так далее. Вполне будет достаточно. И после того, как вот я сейчас показал основные различия между магнитолами, теперь вы уже можете как бы более-менее в этом ориентироваться. Заметьте, вот этот вот последний отрезок, он занял меньше всего времени у меня, где я показываю разницу между магнитолами и говорю, чем они друг от друга отличаются. Но если бы я его просто вырезал отдельно и дал вам без той информации, которая была в начале, вы бы все равно ничего не поняли и возникло бы еще больше вопросов. Поэтому, если вы пропустили этот момент, эту предысторию, которую я сделал в начале, я рекомендую его все-таки посмотреть и про усилители, посмотреть и про радиомодуль, то, что я говорил, и про оперативную память, то, что я говорил. Я вам показал, в каких магнитолах установлен какой процессор, рассказал, какая будет разница, что вы можете ожидать от той магнитолы, что вы можете ожидать от этой магнитолы. Все, вот я думаю, что для этого ролика это будет достаточно. Если же вам нужно посмотреть отдельно каждую из этих магнитол, то вы можете посмотреть эти ролики уже отдельно на канале, там по каждой магнитоле, по какой-то 30 минут, по какой-то 40 минут, по некоторым магнитолам даже час видеообзора есть. Там есть тесты скорости работы процессора, там есть тесты скорости интернета и так далее. Все это есть в видеообзорах. Как работает выносной микрофон и так далее. Все это есть отдельно. Также на нашем сайте в каждом товаре вы можете зайти, допустим, выбрать бюджет, зайти в бюджетную магнитолу 232. Там в каждом товаре есть видеообзор.
который вы можете посмотреть. Зашли в бюджет, посмотрели, понравилось, взяли, не понравилось, посмотрели следующую медиум, понравилось, взяли, не понравилось, смотрите выше, выше, выше и так далее. Максимально, что я мог показать через камеру, я вам показал. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все окончено. Еще раз прошу, если вы в этом видео увидели что-то полезное для себя, считаете, что оно поможет другим пользователям, если вы эту информацию знали, либо не знали, но считаете, что она будет полезна для тех, кто пытается выбрать магнитолу Android под свой автомобиль, прошу поделиться, там, нажать кнопку поделиться, отправить самому себе и так далее, чтобы YouTube помогал это видео продвигать в просмотрах. Также, если вам что-то не понравилось, пожалуйста, в нормальном тоне пишите комментарии, говорите. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте вопросы адекватно, да, говорите. Я готов подискутировать там с любым вообще абсолютно человеком. Для тех, кто может сказать, ты не используешь неправильную терминологию и так далее, я уже при съемке уже устал подбирать вот ту терминологию. Я понимаю, что меня смотрят, допустим, 100 человек, из этих 100 человек один разбирается в терминологии, 99 не разбираются. Это обычные там работники заводов, работники такси и так далее. Он не знает, что такое ЮИС 7862, 9863, поэтому я вынужден подбирать обычные слова для обычных пользователей. Я не снимаю свой канал для экспертов, которые там измеряют амплитуды, им нужно знать, какой импеданс. Нет, зачем обычному пользователю эти понятия? Обычный пользователь, вот до него я доношу информацию обычными простыми словами на русском языке. Поэтому, если вы где-то что-то увидели, что я говорю какой-то термин не так, не сердитесь на меня. Я общаюсь, я ролики снимаю не с целью поумничать, не с целью показать, какой я грамотный. Я снимаю ролики с той целью, чтобы люди смогли посмотреть, понять, подходит им это или нет, нужно им это или нет и так далее. А не с той целью, как крапива, показать устройство какое-то и сказать, что оно бомбически супер классное, оно должно стоить поэтому 14 тысяч. Если вы начали уже что-то писать, то отвечайте до конца. Не надо потом убегать с обиженным видом, писать где-то комментарии, что ой, мне нагрубили, человек там плохой и так далее. Учитесь отстаивать свою точку зрения адекватно, аргументированно и прикладывать обязательно факты, ссылки там и так далее. Все это я же ведь на своих видео показываю, вот как оно есть. Если оно черное, я показал, что оно черное, зачем вы в комментариях пишете, что это белое, ну и так далее. Остальным людям удачи в выборе устройства, если вы уже купили устройство, удачи с его настройками, усовершенствованиями и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.